Какая змея в мире самая большая на самом деле? Большинство людей уверены, что знают ответ, но ошибаются. Сетчатый питон длиной 8 метров съел взрослого мужчину целиком прямо в индонезийской деревне в 2017-м. И это не самая крупная змея в списке. Анаконда, которую поймали в бразильских джунглях, весила больше 200 килограммов и не влезла бы в стандартный лифт. Но даже она не займет первое место в этом топе. Прежде чем называть победителя, нужно разобраться с главным спором герпетологов, который длится уже несколько десятилетий. Питон против анаконды. Два претендента на звание крупнейшей змеи планеты, и каждый из них чемпион в своей категории. Сетчатый питон держит рекорд по длине. Самый длинный экземпляр, официально измеренный учеными, достиг 7 метров 80 сантиметров. Его поймали на острове Суматра в 1900 Doubtful. Нет, конкретная дата другая. Официальный рекорд книги Гиннесса принадлежит питону по имени Медуза, который жил в зоопарке американского штата Миссури. 7 метров 67 сантиметров от кончика морды до кончика хвоста. Чтобы перенести эту змею, требовалось 15 человек одновременно. Но длина не единственный параметр. Зеленая анаконда из Южной Америки проигрывает питону в длине, однако выигрывает в массе настолько, что сравнение становится некорректным. Крупнейшие анаконды весят свыше 200 килограммов при длине около 5-6 метров. Их тело в обхвате сопоставимо с телом взрослого мужчины. Питон такой же длины весит втрое меньше, потому что анаконда принципиально другая конструкция. Короткая, массивная, приспособленная для охоты в воде. В реке анаконда почти непобедима. Она подкарауливает добычу под водой, задерживая дыхание до 10 минут и атакует снизу с такой скоростью, что жертва не успевает среагировать. Зафиксированы случаи нападения на капибар весом 60 килограммов, кайманов и даже молодых тапиров. В 2019 году биологи из Бразильского университета сняли на камеру, как анаконда длиной 5,5 метров удерживала взрослого каймана под водой 20 минут, пока тот не перестал сопротивляться. Сетчатый питон охотится иначе. Он живет в тропических лесах Юго-Восточной Азии и предпочитает засады на суше. Его рекордная скорость броска около 8 метров в секунду на коротком расстоянии. Питон обвивает жертву и сжимает с давлением, достаточным, чтобы остановить кровообращение за несколько секунд. Он не душит в буквальном смысле. Он создает давление, при котором сердце физически не может протолкнуть кровь. Олень весом 70 килограммов становится для взрослого питона обычным обедом. В 2017-м в индонезийской провинции Западной Сулавеси сетчатый питон длиной 7 метров проглотил фермера Акбара Салалая целиком. Тело нашли внутри змеи, когда жители деревни заметили неподвижную рептилию с характерным вздутием. Это не единственный задокументированный случай. В той же провинции годом ранее питон напал на женщину прямо в огород. Итог спора прост. Анаконда тяжелее, питон длиннее. Ученые используют разные мерки, поэтому оба вида занимают верхние строчки в зависимости от того, что именно измеряют. Но ни тот, ни другой не являются самой большой змеей, которая когда-либо существовала на Земле. Эта змея жила 48 миллионов лет назад в джунглях, которые тогда покрывали территорию современной Колумбии, и рядом с ней и питон, и анаконда выглядели бы как ужи. В 2009 году палеонтолог Джонатан Блох из Университета Флориды держал в руках позвонок размером с тарелку для супа. Позвонок принадлежал змее. Блох провел расчеты, сравнил пропорции с позвонками современных питонов и анаконд и получил цифру, в которую сначала отказался верить. 13 метров длины и вес около 1100 килограммов. Змею назвали титанобоа. Ее останки нашли в угольной шахте Серихон на севере Колумбии. Месте, где 48 миллионов лет назад располагались непроходимые тропические джунгли с температурой воздуха около 32 градусов по всему году. Именно такая жара позволила холоднокровному животному набрать подобную массу. Чем теплее среда, тем крупнее может вырасти рептилия. Горняки шахты Серихон годами выбрасывали странные темные камни, не понимая, что это такое. Когда в 2003 году туда приехали палеонтологи из Смитсоновского института, они поняли, камни были окаменевшими костями крупнейших животных, которые когда-либо жили в этих джунглях. Среди находок оказались позвонки титанобоа. Всего ученые извлекли останки не менее 28 особей разного размера. Реконструкция показала следующее. Титанобоа в поперечном сечении была шире, чем бедра среднего взрослого человека. Голова размером примерно с мяч для футбола. Она двигалась медленно по суше, но в воде была эффективным хищником, как современная анаконда. Основу рациона составляли гигантские черепахи и крокодилоподобные рептилии, которые водились в тех же джунглях. Зубы титанобоа не были ядовитыми. Она убивала сжатием, как питон или анаконда, только с давлением, которое современные виды физически не способны создать. Чтобы наглядно показать масштаб, Смитсоновский институт в 2012 году создал полноразмерную модель титанобоа и провез ее по крупным городам Северной Америки. Модель выставляли на железнодорожных вокзалах.
специально выбирая места, где люди могут пройти рядом и сравнить себя с размерами животного. Большинство посетителей останавливались и просто стояли молча. 48 миллионов лет. Огромный срок, и титанобоа давно вымерла. Но исчезновение этого вида не означает, что все рекорды закрыты. В джунглях Амазонии до сих пор фиксируют анакондам, длину которых местные жители оценивают в 8-9 метров, и ни одну из них пока не удалось поймать и официально измерить. В 2022 году группа бразильских биологов опубликовала спутниковые снимки с тепловизора, на которых в притоке реки Журуа зафиксирован объект по форме и размеру, соответствующий змее длиной около 8 метров. Поймать животное не удалось. Это означает, что реальный рекорд среди живых змей, возможно, еще не установлен. Самая большая змея, которую видели люди, может до сих пор плавать в мутной воде где-то между Перу и Бразилией. И не торопиться попадаться на глаза ученых. В 2017 году фермер из индонезийской провинции Западная Яве обнаружил, что одна из его коров пропала. Забор был цел, ворота закрыты. На следующее утро в 100 метрах от загона он нашел сетчатого питона длиной около 6 метров, который практически не двигался и имел характерное вздутие в средней части тела. Фермер позвал соседей. Когда змею вскрыли, внутри оказалась корова весом около 200 килограммов. Целая, не пережеванная, только со сломанными ребрами от сжатия. Видеозапись этого момента разошлась по всему интернету за 2 суток. Большинство людей, посмотревших ее, задали один из тот же вопрос. Как змея длиной 6 метров физически способна проглотить животное крупнее себя? Ответ в строении челюсти. У питонов и анаконд нижняя челюсть не прикреплена к черепу жестко. Она соединена эластичными связками, которые позволяют раздвигать пасть до 180 градусов. Левая и правая половины нижней челюсти двигаются независимо друг от друга, поочередно захватывая добычу и протаскивая ее внутрь, как 2 руки, которые тянут канат. Кожа на горле и туловище растягивается до предела, ребра раздвигаются, и животное, которое в 3 раза шире самой змеи, медленно проходит внутрь. Процесс поглощения коровы у питона занял около часа. После этого змея не могла двигаться несколько дней. Именно поэтому ее и нашли. Переваривание такой добычи занимает от 2 до 4 недель. Все это время питон лежит практически неподвижно, и именно в этот период он наиболее уязвим. Случай с коровой не единственный задокументированный эпизод подобного рода. В 2021 году на острове Суматра питон длиной 5,5 метров был найден с молодым медведем Малаю внутри. Масса медведя составляла около 50 килограммов. В том же году в Малайзии зафиксировали питона, проглотившего домашнюю собаку прямо во дворе жилого дома. Хозяин снял это на телефон из окна 2-го этажа. Зеленая анаконда в этом отношении не уступает питону. В бразильском штате Мату-Гросу местные жители регулярно сообщают о пропаже телят вблизи рек и озер. Биологи, работавшие в регионе в 2018-м, подтвердили. Следы на берегу и характер пропаж однозначно указывают на анаконд. Одну из них поймали в селки. Внутри находился теленок весом около 80 килограммов. Длина самой змеи составила 5 метров 70 сантиметров. Способность этих змей поглощать добычу, значительно превышающую их собственный диаметр, делает их опасными для любого животного, которое приближается к воде или передвигается по лесной подстилке ночью. Питон не выбирает жертву по размеру. Он атакует то, что оказалось в зоне досягаемой. Именно поэтому случаи нападения на людей в Индонезии, Малайзии и Вьетнаме фиксируются каждый год. И далеко не всегда заканчиваются в пользу человека. Но если питон и анаконда способны проглотить корову или медведя, возникает логичный вопрос: а что едят змеи, которые значительно крупнее них? Следующий вид в этом списке охотится на добычу, о которой питон даже не стал бы думать. В феврале 2024 года группа ученых под руководством профессора Джеспера Ройера из Нидерландов спустилась на лодках в отдаленный район Амазонского бассейна на территории Эквадора. Туда, куда местное племя Ваорани указывало годами, говоря о змеях невероятных размеров. Ваорани называли это место домом матери всех змей. На 3-й день экспедиции в мелкой протоке один из членов группы заметил в воде темную массу длиной, по его первоначальной оценке, около 8 метров. Змея не пряталась и не уходила. Она просто лежала у поверхности воды, практически неподвижно, как бревно. Команда вошла в воду и окружила ее. Когда змею вытащили на берег и вытянули по прямой, измерение показало 7 метров 90 сантиметров. Обхват в самой широкой части около 30 сантиметров. Масса приблизительно 240 килограммов. Это была зеленая анаконда, но генетический анализ, проведенный позже в лаборатории, показал нечто неожиданное. Оказалось, что что эта змея принадлежит к виду, который до этого момента официально не существовал в научной классификации. Ученые назвали ее Eunectes акияма.
северная зеленая анаконда. Внешне она практически неотличима от обычной зеленой анаконды, однако генетически отличается от нее примерно на 5,5%. Это огромная разница для рептилий, сопоставимая с разницей между человеком и шимпанзе в относительных показателях внутри своих групп. Два вида разошлись эволюционно около 10 миллионов лет назад. Открытие опубликовали в журнале D-Diversity, и оно мгновенно облетело научное сообщество. Причина была не только в новом виде, но и в размерах. Местные проводники из племени Ваорони утверждали, что та змея, которую поймали ученые, была далеко не самой крупной в этом районе. По их словам, в сезон дождей, когда вода поднимается и затапливает низины, они видели особей, чья голова была размером с голову взрослого человека, а тело толще ствола пальмы. Ройер и его команда установили радиомаяк на пойманную самку и отпустили ее обратно в воду. Маяк передавал сигнал 17 дней, после чего перестал выходить на связь. Либо оборудование вышло из строя, либо змея ушла на такую глубину, куда сигнал не пробивался. За эти 17 дней животное преодолело около 120 километров вдоль речной системы, не поднимаясь на сушу ни разу. Примечательно, что до экспедиции Ройера западная наука фактически игнорировала сообщения Ваорани о гигантских змеях. Их рассказы относили к категории местных легенд. Тем более, что амазонская мифология действительно богата историями о змеях, духах и подводных чудовищ. Теперь выяснилось, что за частью этих историй стоял реальный биологический вид, просто никогда не попадавший в руки ученых. Сколько таких змей живет в труднодоступных притоках Амазонки? Неизвестно. Площадь Амазонского бассейна составляет около 7 миллионов квадратных километров, и значительная его часть до сих пор не обследована систематически. Это означает, что рекорд длины среди живых змей технически остается открытым. Следующая экспедиция в правильное место может изменить все цифры в учебнике. Флорида 2012 года. Биологи штата объявили охоту на бирманских питонов. И то, что они обнаружили в болотах Эверглейдс, перевернуло все представления о том, как быстро вид способен захватить целую экосистему. Бирманский питон — третья по величине змея в мире. Взрослые самки достигают 6 метров длины и весят до 90 килограммов. В Юго-Восточной Азии этот вид существует миллионы лет и занимает свое место в пищевой цепочке. В Эверглейдс он попал в 80-х годах прошлого века через торговлю экзотическими животными. Люди покупали маленьких питонов как домашних питомцев, а когда те вырастали до 2-3 метров, просто выпускали их в болото. К 2012-му популяция бирманских питонов в Эверглейдс составляла, по оценкам специалистов, от 30 до 100 тысяч особей. Точную цифру не знал никто, потому что питон — мастер маскировки. Темная пятнистая чешуя делает его практически невидимым на фоне болотной растительности. Ученые из университета Флориды провели масштабное исследование и опубликовали результаты, от которых у специалистов по дикой природе буквально перехватило дыхание. За 20 лет присутствия питонов в Эверглейдс популяция енотов сократилась на 99%, а пасумов на 98%. Зайцев не осталось вообще, 0 особей на маршрутах, где раньше их насчитывали десятками. Популяция белохвостых оленей упала на 94%. Питоны уничтожили млекопитающих Эверглейдс настолько эффективно, что экосистема начала перестраиваться. Хищники, которые питались теми же животными, начали исчезать следом за жертвами. В 2021 году власти Флориды запустили программу Python Challenge — официальные соревнования по отлову змей с призовым фондом. За 10 дней участники поймали 223 особи. Самая крупная из них — самка длиной 5 метров 71 сантиметр. Внутри нее находилось 122 яйца. Одна самка, один выводок. 122 потенциальных питона в экосистеме, которая эволюционно не имеет против них никакой защиты. Параллельно ученые выяснили нечто еще более тревожное. Бирманские питоны в Эверглейдс начали эволюционировать. Анализ ДНК особей, пойманных в разные годы, показал, что флоридская популяция постепенно накапливает генетические изменения, отличающие ее от исходной азиатской. Животные адаптируются к местному климату, к местной добыче, к местным условиям охоты. Через несколько поколений это может стать отдельным подвидом — змеей, созданной Флоридой. Сейчас ареал бирманского питона в США вышел за пределы Эверглейдс. Особей фиксируют севернее, в районах, где 20 лет назад их появление считалось невозможным из-за зимних температур. Климатические изменения сдвинули границу комфортного обитания, и питон движется вслед за ним. Именно бирманский питон стал первой змеей в истории, которая сумела колонизировать экосистему развитой страны и фактически поставить ее на колени. Но в самом топе крупнейших змей он занимает лишь 3-ю строчку. Те, кто стоит выше, никогда не покидали свои исконные территории, и именно поэтому о них знают значительно меньше. Когда говорят о крупнейших змеях мира, большинство людей называют 2-3 вида и останавливаются. На самом деле список длиннее, и некоторые его участники известны настолько мало, что даже специалисты спорят об их реальных максимальных размерах. Темный тигровый питон — ближайший родственник бирманского, и долгое время их вообще считали одним видом.
Разделили их только в 1993 году по результатам генетического анализа. Темный тигровый питон обитает в Индии, Пакистане, Непале и Шри-Ланке. Максимальная зафиксированная длина 5 метров 80 сантиметров. Внешне он темнее бирманского собрата, рисунок чешуи более контрастный, голова крупнее относительно тела. В 2018 году в индийском штате Керала темный тигровый питон напал на пастуха прямо среди бела дня. Змея длиной около 4 метров обвила мужчину и начала сжимать. Его спасли трое односельчан, которые услышали крик и успели добежать за несколько минут. Чтобы разжать кольца питона, потребовалось усилие 4 человек одновременно. И это была змея средних размеров для своего вида. Следующий в списке — африканский скальный питон. Самая крупная змея Африки и один из самых агрессивных питонов в мире. В отличие от бирманского и тигрового родственников, которые при встрече с человеком чаще выбирают отступление, африканский скальный питон атакует без предупреждения. Герпетологи, работавшие с этим видом в полевых условиях, описывают его поведение как принципиально иное. Змея не оценивает угрозу. Она реагирует бросом. Максимальная задокументированная длина африканского скального питона 6 метров. Масса крупных самок достигает 100 килограммов. Ареал охватывает большую часть Африки к югу от Сахары, саванны, редколесья, берега рек. В 2020 году в ЮАР зафиксировали случай, когда африканский скальный питон проглотил молодого импалу весом около 45 килограммов. Фотографии сделал турист в национальном парке Крюгера. Змея лежала поперек грунтовой дороги и не реагировала на звук двигателя автомобиля. Аметистин питон, известный также как аметистовый, самая длинная змея Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. Название получил за радужный блеск чешуи на солнце. При определенном угле освещения она переливается фиолетовым и зеленым, как аметист. Максимальная подтвержденная длина 8 метров 50 сантиметров, что делает его одним из претендентов на второе место в мировом рейтинге по длине после сетчатого питона. Однако большинство взрослых особей не превышают 5-6 метров. Аметистовый питон охотится на валаби, посумов, летучих лисиц и птиц. В населенных пунктах севера Австралии его регулярно находят в курятниках, под домами и на чердаках. В 2019 году жительница города Таунсвилл обнаружила аметистового питона длиной около 3 метров, свернувшимся в стиральной машине. Змея забралась туда ночью через вентиляционное отверстие в поисках тепла. Замыкает верхнюю часть списка живых змей вид, о котором большинство людей никогда не слышали. Папуасский питон, он же питон д'Альбера. Обитает исключительно в низменных лесах Новой Гвинеи и севера Австралии. Достигает 4,5 метров длины. Его особенность в этой крайняя скрытность. Этот вид так редко попадается людям на глаза, что до сих пор нет ни одного полноценного исследования его охотничьего поведения в дикой природе. Все, что известно ученым, получено либо от пойманных особей, либо от местных жителей. Размер в мире змей определяет абсолютно все. Какую добычу может взять животное, какую территорию способно контролировать, насколько уязвимо для хищников и насколько опасно для человека. Змея длиной 2 метра и змея длиной 7 метров — это не просто разные размеры, это принципиально разные экологические роли. Первая — охотится на крыс, вторая — на все, что движется и помещается в пасть. Октябрь 2023 года. Индонезийский остров Суматра, деревня Какап в провинции Западная Калимантан. 13-летний мальчик по имени Ризал не вернулся домой после того, как пошел на огород помочь отцу. Отец искал его 2 часа. Нашел сетчатого питона длиной около 5 метров в 200 метрах от дома. Змея лежала неподвижно с характерным вздутием в средней части тела. Внутри был Ризал. Это не единственный случай за последние 5 лет. В 2019 на том же Суматра питон проглотил 54-летнюю женщину по имени Юлия. В 2018 мужчину по имени Мада в провинции Южный Сулавеси. Все 3 случая объединяет одно: жертвы находились в нескольких десятках метров от жилья в знакомых местах, где змеи раньше не видели. Сетчатый питон не охотится на людей целенаправленно. Человек не является его естественной добычей. Мы слишком прямоходящие, слишком угловатые, слишком сложные для проглатывания по сравнению с оленем или кабаном. Но крупная особь длиной 6-7 метров атакует все, что оказывается в радиусе броска и имеет подходящую тепловую сигнатуру. В сумерках, когда питон активен, силуэт присевшего человека неотличим от силуэта среднего копытного. Механизм атаки занимает меньше секунды. Питон не предупреждает, не шипит, не принимает угрожающую позу перед нападением, в отличие от многих ядовитых змей. Он просто бросается и в момент контакта начинает обвивать. Первое кольцо захватывает тело за доли секунды. Человек инстинктивно пытается схватить змею руками, и этим только помогает ей. Питон воспринимает сопротивление как сигнал сжимать сильнее. Давление, которое создает взрослый сетчатый питон при сжатии, составляет около 180 мм ртутного столба. Это примерно вдвое выше нормального
нормального артериального давления человека. При таком давлении кровь не может вернуться к сердцу по венам. Потеря сознания наступает в течение нескольких секунд. Смерть в течение нескольких минут. Жертва не задыхается в буквальном смысле. Она теряет сознание раньше, чем успевает понять, что происходит. Единственный эффективный способ выжить при атаке крупного питона в одиночку — немедленно атаковать голову змеи, пока первое кольцо еще не затянуло. Удар по носу или глазам заставляет питона разжать хватку. Но для этого нужно сохранять хладнокровие в момент, когда 6-метровая змея весом в 80 килограммов начинает обвивать тело, что психологически практически невозможно без специальной подготовки. Герпетолог Марк Эйвери из Лондонского зоологического общества, который 20 лет работал с крупными питонами в полевых условиях, описывал это так. Даже профессионалы при неожиданной атаке теряют секунды на преодоление первичной реакции страха. А этих секунд питону достаточно. Что делает ситуацию в Индонезии особенно острой, это уничтожение естественной среды обитания. Вырубка лесов Суматры и Калимантана лишает питонов естественной добычи и одновременно сжимает их ареал до территорий, граничащих с деревнями. Змеи не уходят, они адаптируются к новым условиям и начинают охотиться там, где есть доступная добыча. На огородах, у скотных дворов, рядом с жильем. По данным Индонезийского агентства по охране природы, только за 2022 год зафиксировано более 40 нападений сетчатых питонов на людей по всему архипелагу. Реальная цифра выше. Большинство случаев в отдаленных деревнях не попадает в официальную статистику. Самая большая живая змея в мире живет в нескольких часах езды от многомиллионных городов. Она не в джунглях, не в недоступных болотах. Она на огородах, у рек, под настилами домов, на сваях. И она продолжает расти. Итак, ответ на вопрос из начала. Какая змея в мире самая большая? По длине сетчатый питон. Официальный рекорд 7 метров 67 сантиметров. Держательница рекорда медуза из зоопарка Миссури. Но в дикой природе Суматры и Калимантана регулярно фиксируют особей, которые по оценкам поймавших их людей превышают 8 метров. Ни одну из них не удалось официально измерить. Слишком крупные, слишком сильные, слишком опасные для транспортировки. По массе это зеленая анаконда, а точнее ее недавно открытая родственница, северная зеленая анаконда из эквадорской Амазонии. 240 килограммов при длине около 8 метров. И это, по словам местных проводников из племени Ваорани, далеко не максимальный размер для особей, живущих в этом районе. По историческому рекорду Титанобоа 13 метров, 1100 килограммов 48 миллионов лет назад. Позвонок размером с суповую тарелку. Этот рекорд не будет побит никогда. Современный климат не позволяет холоднокровным животным набирать такую массу. Но есть финальный факт, который меняет восприятие всего сказанного выше. В 2023 году группа биологов из Бразильского института Мамирауа провела масштабную съемку с дронов в труднодоступном районе амазонского штата Амазонас. Цель была другая. Они изучали динамику разлива рек. Просматривая отснятый материал, один из аналитиков заметил в кадре объект, который двигался под поверхностью воды в широкой протоке. Объект имел форму змеи. Длину аналитик оценил в 9-10 метров, исходя из ширины протоки, которая была известна точно. 22 метра. Змея занимала почти половину ширины кадра. Запись передали герпетологам. Те подтвердили, по форме движения, по характеру волны на воде, по соотношению головы и тела, это анаконда. Размер не подтвержден официально, потому что животное не поймали и не измерили. Но если оценка верна, это крупнейшая змея, зафиксированная на видео за всю историю наблюдений. Координаты места съемки известны. Экспедиция туда пока не отправлялась. Отчасти из-за труднодоступности района, отчасти из-за финансирования. Змея, если она существует, продолжает плавать в той же протоке или где-то рядом с ней. 7 миллионов квадратных километров амазонского бассейна. Вот такая змея, не правда ли? Если вам интересно узнать о других гигантах природы и их удивительных историях, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вас ждут еще более захватывающие статьи и видео. Ссылка в описании. Тысячи километров рек и проток, куда не заходили биологи. Новый вид анаконды, открытый только в 2024-м. Бирманские питоны, которые эволюционируют во Флориде прямо сейчас. Сетчатые питоны на огородах индонезийских деревень в нескольких часах езды от Джакарты. Самая большая змея в мире, вероятно, еще не поймана. Возможно, она не открыта как вид. Возможно, она плавает на записи с дрона в бразильском архиве и ждет, пока кто-нибудь доберется до той протоки с рулеткой. Единственное, что точно известно, змеи-рекордсмены не живут в зоопарках и не попадаются на глаза случайно. Они живут там, куда люди добираются с трудом, и чувствуют себя там абсолютно нормально уже 150 миллионов лет. Задолго до того, как появились люди с дронами, рулетками и научными журналами.